Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. В честь 8 марта предлагаю приготовить вкусный салат. Называется «Мой каприз». Делается проще простого, а вкусно! А заодно и увидим, друзья, как мой любимый муж приготовит мне праздничный завтрак. Да, Сережка? Конечно. Ай. Для моего салата нужны будут отварные яйца, поэтому 3 яйца, воду и ставим варить. А пока варятся яйца, подготовлю остальные ингредиенты. Это будет майонез. В чистую банку разбиваю одно яйцо комнатной температуры. Аккуратно разбиваю, чтобы желточек остался целым. Яйцо я предварительно подготовила, помыла содой и опустила на 30 секунд в горячую воду, примерно 70 градусов. К яйцу добавляю немножко соли, пол чайной ложечки сахара, пол чайной ложечки горчицы, чайную ложечку уксуса 9%. И наливаю растительное масло, миллилитров 180-200. Чем больше масла, тем гуще будет майонез. Вот такой принцип. Беру чудо-приспособление, погружной блендер, ставлю ножку на желток и начинаю взбивать, не поднимая ножку. Как только появляется белая эмульсия, можно уже смело поднимать и опускать ножку, взбивать майонез. Все, мой вкусный домашний майонез готов. Посмотрите, какой классный. Это просто пальчики оближешь. А когда добавляю именно уксус 9%, такое впечатление, что этот майонез из магазина еще с нашего детства, когда он был вкусный, натуральный. Очень вкусно. Добавлю 1 чайную ложечку зеленой пасты. Рецептом я делилась. Здесь базилик, укроп, чеснок. В общем, всякие вкусняшки. Ссылочку оставлю в описании, друзья. Вдруг не видели. И все хорошо перемешиваю. Он даст такой тонкий аромат, вкус, привкус. О, вот такой получился. А ну, пробую. Ой, ну вкусно же, а? И как просто. Также для своего удобства беру кондитерский мешок, в стакан его и переливаю майонез, чтобы расход получился меньше. Зачем нам лишние калории? Есть это дело. А сейчас помидоры. Зимой всегда беру помидоры черри. Они сладкие, и их еще можно и есть, друзья. Вкусные. Нарезаю на небольшой кубик. Ну, это, наверное, будет половинка на 3 части. Нарезанные помидорки отправляю на тарелочку с ситом, чтобы максимально стекла жидкость. Пока я буду готовить остальные ингредиенты. Берем вкусную копченую курочку. Можно окорочка. Можно куриное филе, что получится найти и что вам больше нравится. У меня домашнего копчения. Ну, так как я сегодня женщина капризная, возьму самую вкусную часть. Я думаю, все поняли, какую. С окорочка вкуснее всего, друзья. Здесь сочное мясо. Убираю кожицу. Мне нужно только мясо. Как я ее, да? Хоть попробую. Вкусно? Ну как, вкусно? Угу. Да, курица вкусная, салат тоже будет вкусный. Курицу нарезаю на небольшой кубик. Беру тарелку, на которой буду подавать. На дно сеточка из майонеза. Ну так бывает, а что, первый слой всегда комом. Кольцо. Если нет кольца, не страшно. Можно просто слоями собрать салат, а можно и смешать все. Ничего не выкладываться. Первый слой курица. Распределяю и немножко прижимаю. Сверху сеточку из майонеза. Следующим слоем идут отварные яйца, которые я просто нарежу на кубик. Надавливаю, отрезаю, надавливаю, отрезаю, надавливаю, отрезаю. И так, пока яйцо не закончится. Распределяю яйца. Можно было и 4 яйца сварить. Ну ладно. На яйца немного соли. И черный молотый перчик. И сверху сеточка из майонеза. Следующим слоем будет твердый сыр. Какой любите? У меня голландский. Также нарежу на кубики. Не на такие, друзья, на мелкие.
Все. Сюда же. Снова немножко прижимаю. Сеточка из майонеза. Небольшая. Следующим слоем идут помидоры. Посмотрите, сколько водички стекло. Вот так вот сверху. Как красные маки на поле. Ой, Сережка, то ли еще будет, подожди. Это же еще не все. Это же еще не все. Также распределяю и немножко, совсем чуть-чуть прижимаю. Без фанатизма. Пусть они останутся сочными. Снова сеточка из майонеза. В таком виде салат накрываю и ставлю в холодильник хотя бы на часик. А я пока займусь еще чем-то. Пусть отдыхает, а мы займемся вкусными сухариками. Сковородку на огонь. Капелюшечку оливкового масла. Беру белый хлеб. У меня это батон. Срезаю корочки. На сухарики пущу. И нарезаю на кубик. 4 ломтика хлеба будет вполне достаточно. Обязательно проверяю, чтобы нагрелась хорошо сковородка. Выкладываю хлеб. И обжариваю до румяности. Масла больше добавлять не буду. Как есть, так есть. А этим временем натру граммов 15 твердого сыра на мелкой терке. Все, достаточно. Какие красавцы. Прям золотые. Ну, конечно, золотые, Сережка. Сейчас беру сыр, сковородку в руки, посыпаю сыром и перемешиваю сразу же. Лучше это делать сразу, потому что сыр быстро плавится. Ой, Серега, какой вкусный аромат пошел. Еще немножко. И все. И трусим. Высыпаю в тарелочку, пусть остывают. Главное, друзья, за ними следить, потому что сухарики получаются очень вкусные. А что, следить, чтобы кто-то не съел? Ну, конечно Да же. ты уже сама точишь их. Ну, так мой же салат, мой праздник. Что хочу, то и делаю. Атя. Оп, ищи. Давай, Сережка, достаем наш салат. Уже все остыло, можно подавать. Опа. Продолжать его украшать. Все. Опа. Беру сухарики и сверху посыпаю. Именно перед подачей, чтобы они остались такими хрустящими. Как в ресторане прямо. Сережка, в каком ресторане? Ух ты, кухня-ресторан! Ну, согласна. Готовы? Та-дам! Опа! Ух ты, какой он красивый! А какой он вкусный! И все же хочу добавить немножко свежести в него. У меня есть пекинская капуста, которую я сейчас тоненько вот так вот нарежу. Самые нежные листики. Самые нежные, кучерявые, красивые. Это придаст салату не только цвет, а еще и хруст и свежесть. И вот так вот красивенько выложим. Ты же говорил, на полянку с маками похоже. Ну да. Ну вот. Добавим травки. Я художник, я так вижу. Вот такая вот красота получилась. Беру большую ложку, друзья, и можно пробовать. Этому салатику не нужно долгих настаиваний. Видите, красоту я сотворяла, а сейчас ее возьму. И съем. Да. Прям вот так вот беру. Ой, посмотрите, какой он сочный. И себе в тарелку. Обязательно листиков побольше. Они очень хорошо здесь играют. Ну что, поехали? У меня рефлекс. О, сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Все-таки я женщина капризная. И вкусно готовлю. Это точно. Класс. Дать попробовать? Всем приятного аппетита, мирного неба и вкусной еды. А это мне. Девчонки и мальчишки, а также их родители. Сегодня хочу поделиться с вами вкусным салатом, который можно поставить на любой праздничный стол. Просто, быстро и вкусно. Поздравляю тебя с 8 марта. Дай Бог тебе счастья, здоровья и побольше любви. Ой, благодарю тебя, счастье мое. Какие красивые тюльпаны. Для меня тюльпаны это сразу 8 марта и весна.
И как обещал, королевский завтрак для тебя. Сковородку на огонь. Сразу выкладываю хлеб. Пусть жарится. В кастрюле вода уже закипела. У меня есть 3 желтка. Выливаю чайную ложечку уксуса. Так. И немножко взбалтываю их. Ставлю на пар и продолжаю взбивать, чтобы желтки не свернулись. Когда желтки начали светлеть, беру тонкой струйкой, вливаю масло и интенсивно продолжаю мешать. Давай. Снимаю с огня и продолжаю колотить дальше интенсивней. Давай, интенсивненько, чтобы он превратился в майонез. Красавчик. Я это сделал. Я не знаю, каким чудом ты это делаешь, но это руки, конечно, физически, это надо заниматься. Так что ты умничка. Что там наши гренки? Смотрим дальше. Да, поехали. О, как раз можно перевернуть. Да, и выключай сковородку. Я люблю, чтобы они внутри были хрустящие. Эту сковородку я выключаю, а на этой добавляю газ. Закрываю. И мы продолжаем с соусом. Кручу-верчу. Теперь беру соль. Чуть-чуть соли посыпать. Перца, что есть, что остался белый перец. Немного черного. Так. Беру лимончик. Отрезаю попку. Мало попки. Тогда так. Добавляем. Достаточно. Я думаю, да. И продолжаем. Хорошо перемешивай. Давай. Я сейчас проверю, чему ты научился, Сергей Николаевич. Сейчас проверим. Бери большую ложку столовую. Так. Беру столовую ложку. Окунай в соус. Окунаю задом. И показывай. Если соус хорошо держится на ложке, а он держится, значит, он яйцо покроет, как глазурь. Поздравляю. Ты справился. Ставьте лайки моему мужу. И все равно продолжаем дальше. Да. Это у нас готово. И когда вода закипела, добавляю 2 ложки уксуса. Раскручиваю ее. И вливаю яйцо. Оп, аккуратненько так. Пока это яйцо варится, я подготовлю второе. Оп. Раскручиваю водичку. И чтобы не ждать, запущу это яйцо. Инь и янь сразу плавает. Ну да. Сколько нужно варить? 2 минуты. 2, ну максимум 3, зависит от яйца. И беру ситочко, вылавливаю его. Аккуратно выкладываю на полотенечко. И это готово. Ловлю в ситочко. И аккуратненько на полотенечко. Кусочек хлеба. Рыбку. Аккуратненько так. Яичко. Так аккуратненько на руку. Оп. И выкладываем на наш хлеб. Ух ты! Сережка, так красиво получилось. Теперь берем соус, ложку так. И на наше яичко. Как красиво! Бери ножик и пробуй. Так, соус у тебя получился отличный. Он такой гладенький, хорошо покрывает яйцо, как глазурь. Я довольна. Но основная фишка этого же всего, это оп. Так, как ты хотела. Да. Обожаю жидкий желток. Ты у меня молодец. Я ставлю тебе лайк. И сейчас буду вкусно завтракать. Солнышко, а я хочу тебе пожелать счастья, здоровья, благополучия, а самое главное мудрости и терпения. Дай Бог тебе здоровья и процветания. Благодарю. С праздничком тебя. Благодарю. Какая красота. Прям такая красота. Ставьте лайки, друзья, моему мужу, он очень старался. Хотим вас поблагодарить, милые женщины, самые красивые существа на планете. С наступающим 8 марта. Желаем вам процветания, здоровья, изобилия. Пусть улыбка всегда будет на вашем лице. Пусть красота вас всегда окружает. Любите и будьте любимы. А мы завтракать.
Я тоже так присоединяюсь к поздравлению моей жены. Сережка? Приятного всем аппетита. А чтобы было удобно, хоть аж жалко эту красоту. Чтобы было удобней, смотри, что ты сотворил, что я увидела в кадре, видишь? Это и есть, Сережка, признак вкусноты. Беру и наслаждаюсь. Вау, это очень вкусно, Сережка. Еще зеленушки сверху, но не сезон.